Привет, ARMY. Февраль 2026 года с самого первого дня ощущался иначе. Не потому, что изменилась погода. Не потому, что небо выглядело непривычным. Даже не потому, что время казалось медленнее или тяжелее обычного. Все двигалось так же, как и в любой другой месяц. Солнце восходило так же. Улицы звучали так же. Люди ходили на работу, открывали телефоны, листали ленты новостей и жили своей обычной жизнью, не ожидая ничего необычного. И все же, что-то в воздухе ощущалось по-другому. Поначалу это было едва заметно, почти необъяснимо. Как тихий момент перед тем, как произойдет что-то значимое. А потом внезапно, без предупреждения, одно и то же лицо начало появляться повсюду, на экранах, в лентах новостей, в глобальных разговорах, за считанные секунды. Когда официально вышла новая фотосессия GQ, казалось, что мир коллективно замер на мгновение, чтобы взглянуть на одну фигуру. И этой фигурой был Ким Тэ-хён, широко известный миллионам как V из BTS. В первые 3 секунды его появления что-то изменилось. Не было взрывной графики. Никаких драматических декораций. Никаких ошеломляющих спецэффектов. Ничего кричащего. Только тишина. Спокойный взгляд. Холодное, точное освещение. И аура, которая говорила громче любого выступления. Миллионы глаз одновременно были прикованы к нему. И каким-то образом никто не отводил взгляда. Редакция, опубликованная в февральском номере GQ за 2026 год, сразу же была названа наблюдателями одним из самых сильных визуальных заявлений открытия года. Но это не было просто очередной модной фотосессией. Это было заявлением. Тихим, уверенным заявлением о том, что Тэ-хён достиг того, чего достигают очень немногие артисты, абсолютной вершины мировой модной карты. При минималистичном освещении, подчеркивающем каждую деталь его силуэта, он стоял со зрелым выражением лица. Его линия челюсти была четкой. Его осанка – устойчивой. Его глаза – спокойными, почти знающими. Казалось, он понимал что-то, чего не понимал мир. Словно он уже знал, что все его ждут. Камера не искала ракурсов. Ей это было не нужно. Каждый ракурс казался идеальным. Каждый кадр выглядел продуманным. Каждая секунда выглядела как сцена, существующая только для него. С самых первых дней своей карьеры в индустрии развлечений в составе BTS Тэ-хёна всегда было трудно определить. Его внешность никогда не вписывалась в одну категорию. Иногда он выглядел классически, как старая кинозвезда. Иногда загадочно, как персонаж из нуарного фильма. Иногда аристократично, утонченно, отстраненно, недосягаемо. А потом, в одно мгновение, он мог стать игривым, теплым и мальчишеским. 2 совершенно разные энергии. Один человек. Но в этой фотосессии что-то изменилось. Юношеское любопытство, которое когда-то определяло его ранний образ, смягчилось. Подростковая аура исчезла. Осталось нечто более глубокое, взрослый мужчина, полностью осознающий себя. Тот, кому не нужно было стараться. Человек, которому больше не нужно было ничего доказывать. Он не просто носил дорогую одежду. Он не просто позировал. Он жил ею, вдыхал жизнь в каждый кусочек ткани, превращая моду в присутствие. Один из самых обсуждаемых моментов произошел в самом простом кадре, крупный план. Его лицо частично скрыто за черным микрофоном, почти касаясь губ. Никакой улыбки. Никакого преувеличенного выражения. Никакой драматической позы. Просто прямой взгляд. Прямо в камеру. Прямо в зрителя. И, как ни странно, эта неподвижность ощущалась сильнее любой хореографии. В эпоху алгоритмов, где все стремятся быть громче, ярче и быстрее, Тэ-хён выбрал тишину. И тишина победила. В течение нескольких часов фрагменты фотосессии распространились по платформам со скоростью лесного пожара. Поисковые системы резко выросли.
Его имя стало популярным во всем мире. Бренды, связанные с ним, мгновенно привлекли к себе больше внимания. Индустрия узнала то, что уже видела раньше, то, о чем фанаты давно говорили, эффект Ви. Не просто прозвище. Не просто преувеличение фанатов. А измеримый рыночный феномен. В течение первых 48 часов несколько вещей, которые он носил, пережили резкий всплеск поисковых запросов. Некоторые были полностью распроданы в нескольких странах, от Азии до Северной Америки. Магазины пополняли запасы, а затем снова распродавали. Все из-за одного появления. Одной фотосессии. Одного человека. Его имя стало движением. В одной сцене настроение полностью изменилось. Прежняя формальность исчезла. Элегантность смягчилась. Внезапно Тэхён непринужденно танцевал под Young, Wild, Free. Его движения были легкими, неотрепетированными, почти небрежными, как будто он забыл о присутствии камеры. Но именно эта естественность, эта подлинность больше всего очаровали людей. Потому что это не было игрой. Это был просто он. Улыбающийся. Свободно двигающийся. Наслаждающийся моментом. Жизнерадостная энергия, но при этом элегантность и утонченность, редкое сочетание аристократизма и бунтарства, сосуществующих без усилий. Немногие знаменитости способны воплотить в себе и то, и другое. Он смог. Без лишних усилий. Без принуждения. Несколько общественных деятелей поделились своими историями. Реакции. Среди них была и реакция его близкого друга, актера Пак Саджуна, который однажды в одном из интервью назвал его «королем моды». Эта цитата мгновенно всплыла и снова стала вирусной. И на этот раз люди согласно кивнули. Потому что теперь это звучало не как похвала. Это звучало как факт. Тэхён был не просто амбассадором бренда. Не просто моделью. Не просто айдолом. Он был законодателем моды, тем, кто не следовал указаниям, а создавал их. Он носил вещи от Celine, украшения от Cartier, обувь от Versace и премиальные детали от Falk. Стиль стоил десятки тысяч долларов. Но, как ни странно, цена не имела значения. Потому что настоящая ценность заключалась не в деньгах. Важно было влияние. В моде известность – это валюта. Влияние – это власть. И у Тэхёна было и то, и другое. На одной фотографии он был в красном свитере, с небрежно закатанными рукавами, слегка откинувшись назад. Просто. Минималистично. И при этом невероятно уверенно. Ничего натянутого. Ничего искусственного. Просто присутствие. На другом снимке он держит золотистый музыкальный инструмент при приглушенном освещении, камера фокусируется на его пальцах, текстуре металла, спокойной атмосфере. Это была уже не просто мода. Это было искусство. Музыка. Эмоции. Все слилось в одном кадре. Наблюдатели в Сеуле начали говорить о чем-то большем, о том, что Тэхён превзошел ярлык к поп-айдола, что он вошел в совершенно другую категорию, мировая икона, чье влияние распространилось на различные отрасли. Не только на музыку. Не только на моду. Но и на саму культуру. Когда он двигался, рынок реагировал. Когда он стоял неподвижно, мир ждал. И что делало это еще более захватывающим, так это то, что это не было чем-то новым. Это повторялось снова и снова. Снова. И снова. Каждая рекламная кампания. Каждая редакционная статья. Одна и та же закономерность, всплески поисковых запросов, рост продаж, глобальные обсуждения. В креативной экономике такая стабильность – редкость. Влияние обычно угасает. Но у него этого не произошло. Оно росло. Февраль 2026 года стал вехой, тельхой-вехой, моментом размышления.
Фанаты оглядывались на его путь от неуверенных дней стажера до того, как он стал символом элегантности и силы. Ничего не казалось мгновенным. Ничего не казалось искусственным. Это казалось заслуженным. Постепенно. Естественно. Со временем. Международные СМИ назвали эту фотосессию одним из самых влиятельных релизов начала года. Некоторые даже назвали ее новым стандартом для айдол-фотографии и азиатской мужской моды. И на протяжении всего этого Тэхён оставался спокойным, неторопливым, невозмутимым. Доказывая простую вещь. Глобальное доминирование не всегда достигается шумом. Иногда. Истинная сила в тишине. В то время как тренды сменяли друг друга, исчезая так же быстро, как и появлялись, он оставался непоколебимым. Стабильным. Вне времени. Он не гнался за вниманием. Внимание пришло к нему само. Для ARMY по всему миру это было не просто контентом или фотографиями. Это было доказательством того, что человек, которого они поддерживали годами, теперь прочно стоит на самой вершине. А для мира моды это стало напоминанием. Подлинность всегда переживает ажиотаж. Если можно было сделать какой-то вывод, то он был таков. Тэхён был не просто частью мировой индустрии моды. Он был одним из ее центров притяжения. Как однажды сказал Пак Саджун. Король моды. Не кричащий. Не броский. Но спокойный. Убедительный. Непоколебимый. Мир будет двигаться дальше. Тренды будут меняться. Появятся новые лица. Но этот момент, этот тихий, устойчивый, незабываемый момент уже запечатлен. Звезда под холодным светом. Смотрит прямо в камеру. Ничего не говорит. И все же заставляет весь мир не отвести от нее взгляд. И за 3 секунды, которые показались вечностью, Ким Тэхён в очередной раз доказал. Настоящее влияние не нужно кричать. Его нужно лишь существовать. И мир сам придет.